Когда-нибудь задумывались, что даже самое роскошное круизное путешествие может обернуться невообразимым кошмаром? Представьте, как прогулка по палубе с бокалом шампанского в руках внезапно превращается в битву за выживание среди гигантских волн. Да, такие истории случаются, когда лайнеры попадают в штормы силой 12 баллов. 23 марта 2019 года мир чуть было не стал свидетелем трагедии, напоминающей гибель легендарного «Титаника». Круизный лайнер Viking Sky оказался в эпицентре мощного шторма у берегов Норвегии. Корабль вышел из норвежского города Берген и отправился в 12-дневное путешествие вдоль побережья Норвегии, а затем должен был направиться в британский порт Тилбури. На борту судна находились 1373 человека, включая 915 пассажиров. Когда корабль находился вблизи города Тромсё на пути к порту Ставангер, произошло неожиданное. Отказали все 4 двигателя лайнера. Неуправляемое судно оказалось во власти стихии. Экипаж немедленно подал сигнал бедствия. Спасательные службы отреагировали мгновенно, но высокие волны не позволили спасательным кораблям подойти близко к терпящему бедствие судну. Для эвакуации людей были задействованы вертолеты, способные перевозить от 10 до 15 человек за раз. Благодаря профессионализму и оперативности спасателей удалось успешно эвакуировать всех пассажиров и членов экипажа. В определенный момент корабль оказался всего в 328 футах от мели и полумили от берега, что позволило команде поставить судно на якорь и зафиксировать на одном месте. После этого спасателям удалось эвакуировать с помощью вертолетов почти 500 человек. Утром 24 марта парам удалось сдвинуть с места с помощью 2 мощных буксиров. Затем спасатели вместе с экипажем смогли запустить 3 из 4 двигателей. К обеду этого же дня эвакуация пассажиров с круизного парома была завершена. Вертолетами на землю доставили 479 человек из тех, которые были на борту. 17 человек были госпитализированы. Этот инцидент напоминает нам о важности подготовки к чрезвычайным ситуациям и о том, как важно иметь надежные системы безопасности на морских судах. Отпуск на морском лайнере Norwegian Breakaway обернулся неожиданными испытаниями для его пассажиров. Вместо расслабленного отдыха на Багамах и спокойного плавания до Нью-Йорка они столкнулись с суровой реальностью шторма, превратившего их путешествие в настоящий кошмар. Капитан судна принял рискованное решение идти через сильный шторм, что сделало поездку невыносимой для многих туристов. Лайнер, который обычно предлагает роскошные условия для своих гостей, включая бассейны, рестораны, бары и магазины, превратился в ловушку. Все развлекательные заведения закрылись, а пассажиры вынуждены были искать укрытие от проникающей внутрь воды и бороться с морской болезнью. Некоторые пассажиры проводили дни в спасательных жилетах, опасаясь, что судно может затонуть. Другие оставались в своих каютах, страдая от тошноты и жалуясь на отсутствие информации от команд. Вода проникала через шахты лифтов и заливалась в холл, вынуждая людей спать прямо в коридор. Этот инцидент произошел в январе 2018 года, когда Norwegian Breakaway с 4000 пассажиров на борту попал в тропический ураган. Хотя судно имело водоизмещение 320 миллионов фунтов и длину более 984 футов, размеры и прочность конструкции не смогли защитить пассажиров от ужасающих условий путешествия. Для многих этот круиз стал настоящей проверкой на выносливость, и некоторые пассажиры выразили свое возмущение в социальных сетях, обещая никогда больше не пользоваться услугами этой круизной компании. Февраль 2017 года запомнился пассажирам круизного лайнера Anthem of the Seas столкновением с мощным штормом. Огромное судно, сравнимое по высоте с 15-этажным домом, оказалось в центре бурных волн, но благодаря своим размерам смогло выдержать стихию. Находясь на уровне 3-й палубы, пассажиры наблюдали, как огромные волны, достигающие высоты до 29,5 футов, обрушивались на борта корабля, временами полностью скрывая видимость через иллюминаторы. Несмотря на то, что ситуация выглядела пугающей, туристы старались сохранить спокойствие. 2 туристов снимали видео в моменте и комментировали происходящее, говоря: «Мы под водой сейчас, но мы не хотим умирать». Несмотря на силу шторма, лайнер Anthem of the Seas успешно справился с непогодой. Во время инцидента на борту находились свыше 6000 человек, однако травмы получили всего 4 пассажира из-за сильной качки. Этот случай еще раз продемонстрировал надежность современных круизных судов, способных противостоять природным катаклизмам.
28 мая 2023 года круизный лайнер Carnival Sunshine оказался в эпицентре сильного шторма недалеко от побережья Южной Каролины, США. Судно, возвращавшееся в Чарльстон после недельного тура на Багамы, столкнулось с мощными волнами и ветрами в день поминовения. Видео, опубликованные в тот день отдыхающими, демонстрировали разрушительные последствия шторма: затопленные коридоры, сорванные двери, горы битого стекла и мусора. Многие пассажиры жаловались на ухудшение самочувствия и приступы тошноты. Несколько кают пришлось эвакуировать из-за проникновения воды. Представитель компании Carnival сообщил, что лишь небольшая группа пассажиров и членов экипажа нуждалась в медицинской помощи. При этом он отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий пришлось перенести следующий рейс. Судно благополучно вернулось после случившегося в порт, после чего ему предстояло отправиться в новый 5-дневный круиз к Багамским островам. В ноябре 2023 года круизный лайнер Spirit of Discovery, принадлежащий компании Saga Cruises, столкнулся с сильным штормом в Бискайском заливе во время своего маршрута вокруг Канарских островов. На борту судна находилось около 1000 человек. Лайнер, вышедший из Великобритании, планировал завершить свою двухнедельную поездку досрочно из-за ухудшающихся погодных условий. Но у побережья Испании и Франции его настигли 29-футовые волны. Сильная качка привела к травмированию примерно сотни пассажиров, большинство из которых были пожилыми людьми. Один из участников рейса описал ситуацию следующим образом: многочисленные переломы, раны, швы. Это было ужасно. Другой пассажир, 60-летний Ричард Рейнольдс, рассказал Daily Mail, что люди кричали, пытаясь спасти свои жизни, а вокруг все рушилось и гремело. Некоторые пассажиры даже отправляли прощальные сообщения своим близким, считая, что могут не выжить. Судно оставалось неподвижным около 15 часов, пока шторм не утих. После этого лайнер смог безопасно прибыть в порт, что произошло в понедельник, 7 ноября. 5 пассажиров пришлось госпитализировать. В декабре 2023 года норвежский круизный лайнер MS Mode столкнулся с серьезными проблемами в Северном море из-за шторма. На борту судна находились 266 пассажиров и 131 член экипажа. Лайнер потерял управление и дрейфовал в Северном море. Штормовая волна разбила несколько окон на судне, вызвав повреждения. Представитель Центра координации во время поисково-спасательных операций сообщал, что на судне отсутствовало электричество, хотя главный двигатель продолжал работать. Навигационные системы и радары вышли из строя. Инцидент произошел примерно в 124 милях от западного побережья Дании и в 205 милях от восточного побережья Великобритании. Вода попала на мостик судна, что привело к отключению электроснабжения. Компания-владелец лайнера заявила, что в результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал, и состояние судна было стабильным. MS Mode вышел из норвежского порта Флора и должен был прибыть в британский порт Тилби 22 декабря 2023 года. В итоге судно отбуксировали в ближайший датский порт. Ноябрь 2024 года стал испытанием для круизного судна компании Royal Caribbean. Лайнер, перевозивший около 5000 человек, следовал маршрутом из Испании в Майами, когда неожиданно столкнулся со штормовыми условиями у африканских берегов. Сила ветра достигала отметки в 97 миль в час, а когда корабль проходил вблизи острова Тенерифе, мощный порыв накренил его на 45 градусов. Судно оставалось в этом положении целых 3 минуты, что вызвало панику среди пассажиров. Многие из них начали отправлять своим родственникам прощальные сообщения, полагая, что им грозит участь «Титаника». На борту произошло значительное разрушение. Были повреждены окна и мебель, что привело к травмам десятков людей. Предметы, разбросанные по палубе, создавали дополнительные опасности, усугубляя ситуацию. Пассажиры испытывали трудности с сохранением равновесия и часто падали. Один из пассажиров, Дэн из Торонто, поделился своими воспоминаниями о том моменте. «Все происходило так быстро, будто мы оказались в фильме «Катастрофе». Я думал, что моя жизнь заканчивается, поэтому послал прощальное сообщение своей семье. Некоторые пассажиры просили меня подойти к ним, и мы обнимались, понимая, что может произойти самое худшее. К счастью, никто не оказался за бортом, хотя при таких условиях падение в холодную воду могло стать смертельным. Экипаж начал проверку наличия всех пассажиров лишь спустя 2,5 часа после происшествия. Если бы кто-то действительно выпал за борт, шансов выжить практически не осталось бы. После стабилизации ситуации всем пассажирам предложили вернуться в свои каюты для проведения подсчета и оценки состояния здоровья. Компания Royal Caribbean позже сообщила, что один из пассажиров получил серьезные травмы и нуждался в дополнительной медицинской помощи. Из-за этого 12-дневный круиз пришлось прервать в порту Лас-Пальмаса, Испания, где пострадавшего пассажира доставили на берег для оказания необходимой помощи.
14 февраля 2005 года круизный лайнер Voyager, следовавший из Туниса в Барселону, оказался в эпицентре мощного шторма в Средиземном море. На расстоянии около 62 миль от острова Минорка на судне вышли из строя системы связи и управления силовыми установками. Гран Voyager длиной 590 футов и шириной 85 футов столкнулся с серьезными трудностями. Из 4 двигателей работал только один, и теплоход подал сигнал бедствия. Несмотря на это, лайнер сохранял способность медленно двигаться вперед благодаря оставшемуся одному работающему двигателю и наличию 50% мощностей электричества. На борту судна находился 791 человек, 477 пассажиров и 313 членов экипажа. Около 2 десятков человек получили травмы. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. После получения сигнала бедствия на место происшествия прибыли французские спасатели, 2 буксира и несколько самолетов-наблюдателей. Представители компании V-Ships Монако, которой принадлежит судно, сообщали, что команде удалось наладить работу 2 из 4 двигателей. Voyager вернулся в порт Кальяри на острове Сардиния 15 февраля 2005 года. Во время круиза по проливу Дрейка, где сходятся Атлантический и Тихий океаны между самой южной оконечностью Южной Америки и Антарктидой, роскошная яхта Atlas World Voyager попала в бурю. 2 декабря 2023 года круизный лайнер столкнулся со свирепым штормом у берегов Антарктиды. Ветер со скоростью до 115 миль в час привел море в неистовство и обрушил 98-футовые волны на судно во время опасного путешествия. Экипажу удалось умело провести яхту по коварным водам. Захватывающий дух ролик очевидца, снятый на палубе, показывает, как яхта поднималась на вершину огромных волн, а затем наклонялась и падала вниз с высоты нескольких этажей. После того, как палубу затопило, повсюду плавали столы, стулья, шезлонги и другие предметы. К счастью, несмотря на разбушевавшийся шторм, яхта достигла пункта назначения – Ушуаи на юге Аргентины, без серьезных повреждений. 2023 год оказался богатым на штормы, в которые попадали круизные лайнеры. Как бы ужасно это ни звучало. Одним из таких инцидентов стало происшествие 25 июня, когда пассажиры корабля Independence of the Seas оказались в эпицентре шторма у берегов Флориды. Туристы, находившиеся на открытых палубах, пытались добраться до своих кают, когда начался тропический ливень. Либо их никто не предупредил о надвигающейся угрозе, либо они решили, что смогут справиться с непогодой. Весь этот хаос они фиксировали на видео. Наблюдать за тем, как люди пытаются противостоять стихии даже через экран, зрелище не для слабонервных. Ветер разгонялся до скорости от 55 до 60 миль в час, и по палубе летели стулья и зонтики. Пассажиры искали укрытие, цепляясь за поруч, чтобы не быть унесенными ветром. Шезлонги падали с верхних палуб, создавая дополнительную опасность. Шторм застал лайнер перед выходом в Карибское море. Однако, как отмечают СМИ, буря прошла так же внезапно, как и началась, оставив после себя поломанные пляжные зонты и поврежденное оборудование для отдыха. Для туристов эти моменты стали одними из самых запоминающихся за все путешествие. Возможно, именно это приключение в порту мыса Канаверал осталось в их памяти надолго. Хотя современные круизные лайнеры имеют продвинутые навигационные системы, позволяющие получить оперативную информацию о надвигающейся стихии и вовремя избежать ее, исключения все же бывают. Однако те, кто лично пережил подобные испытания, вряд ли найдут утешение в осознании того, насколько редко происходят такие события. Их опыт навсегда останется в памяти, напоминанием о том, как хрупко иногда бывает наше ощущение безопасности. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.